Сегодня у нас очень большой и разнообразный массив мировых новостей, охватывающий события в Европе, на Ближнем Востоке, в США и даже в Азии. Эти события демонстрируют сложность международных отношений, переплетение региональных конфликтов и влияние политических решений на глобальную безопасность. В центре внимания остаются вопросы признания Палестины, ситуация на Ближнем Востоке, а также стратегическая динамика в Восточном Средиземноморье и Европе, включая оборонные инициативы, военно-техническое сотрудничество и вопросы ядерной безопасности. Одним из ключевых событий стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона на Генеральной Ассамблее ООН о признании Палестины как государства. По данным европейских СМИ, с аналогичным решением выступили также Монако, Люксембург, Мальта, Андорра и Бельгия. Ранее это сделали Великобритания, Канада, Австралия и Португалия. Эти шаги сопровождаются символическими действиями, такими как поднятие палестинского флага в Лондоне у нового посольства и в муниципалитете Сен-Дени в Париже. По информации официальных источников, дипломатическая миссия Палестины в Великобритании была повышена до уровня посольства. Реакция Израиля на эти события была однозначной и жесткой. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что создание палестинского государства к западу от реки Иордан не состоится, назвав признание международным сообществом наградами терроризму. Он отметил, что за годы своего правления он предотвратил создание такого государства и намерен продолжать расширение еврейских поселений в Иудее и Самарии. Министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало признание Палестины как премию для Хамаса, подчеркнув, что решение западных стран рассматривается террористами как политическое подкрепление их действий после атак 7 октября. Глава МИД Израиля Гидеон Саар сообщил, что обсудил ситуацию с лидером оппозиции Австралии Сусан Лей, выразив благодарность за ее позицию против признания Палестины и надежду на отмену данного решения в случае смены австралийского правительства. Критически высказался и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который предупредил европейские страны, что поощрение Палестины как государства может привести к росту исламского терроризма и усилению угроз для континента. Американский посол Майк Хакаби также подчеркнул, что ненависть к Израилю следует рассматривать как часть широкой глобальной напряженности, влияющей на западную цивилизацию. Сирийский фактор остается ключевым элементом региональной стабильности. Президент переходного правительства Сирии Ахмад Аш-Шараа в ходе Генассамблеи ООН заявил, что Израиль должен покинуть оккупированные территории, в первую очередь Голландские высоты. По информации агентства САНА, он подчеркнул, что с момента прихода его администрации в Дамаск Израиль совершил более 1400 наземных вторжений и арестов мирных жителей. По словам Шараа, переговоры о безопасности уже находятся на продвинутом этапе, и успешное перемирие может стать базой для обсуждения будущего статуса оккупированных территорий. Встречи Шараа с бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом и госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке демонстрируют стремление Сирии интегрироваться в международный диалог, несмотря на сложность внутренней ситуации. Петреус отметил, что раньше они были по разные стороны фронта в Ираке, а сейчас переходят к дипломатическому диалогу, отражая эволюцию региональной политики. Турецкий фактор также остается значимым. Президент Реджеп Таип Эрдоган в статье для американского издания Newsweek выразил озабоченность неспособностью Совета Безопасности ООН выполнять свои функции, назвав ее заложницей интересов лишь 5 постоянных членов. Он подчеркнул, что действия Израиля в Газе представляют серьезное испытание для международного сообщества. Гибнут женщины и дети, миллионы лишены жизненно необходимых ресурсов. Турция, по его словам, активно содействует прекращению огня, доставке гуманитарной помощи и продвижению идеи решения на основе 2 государств. Эрдоган также подчеркнул необходимость восстановления и возрождения Сирии, отметив, что любые инициативы должны учитывать волю сирийского народа и сохранять территориальную целостность страны. В рамках подготовки к дипломатическим инициативам США президент Дональд Трамп планирует провести в Нью-Йорке встречу с ограниченным кругом арабских и мусульманских лидеров
для обсуждения войны в Газе и возможностей послевоенного урегулирования, включая возможное участие арабских стран в стабилизационных силах, которые заменят израильскую армию. По данным Axios, на встречу приглашены лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции. В ходе саммита предполагается обсудить прекращение военных действий, установление контроля Израилем над частью западного берега, а также гарантии безопасности для стран Персидского залива. Fox News сообщил, что руководство Хамас направило Дональду Трампу предложение о частичном освобождении заложников в обмен на 60-дневное перемирие. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит отметила, что Трамп рассматривает признание Палестины как награду Хамасу, считая, что это не способствует освобождению заложников и окончанию конфликта. Военные аспекты остаются значимыми и в Восточном Средиземноморье. Впервые ВМС Греции и Индии провели совместные учения «Пассекс», которые прошли в акватории Средиземного моря в районе Кипра и Греции. В учениях приняли участие эсминцы, фрегаты, корветы и патрульные корабли обеих стран. Одновременно Армения продолжает укреплять свои оборонные возможности при поддержке США, Франции и Греции, развивая стратегические документы, образовательные и учебно-тренировочные программы. В Турции и США обсуждается возможность возвращения Анкары в программу F-35, из которой она была исключена в 2019 году из-за приобретения систем С-400. Турция намерена закупить 40 истребителей, что может иметь долгосрочные последствия для региональной безопасности и создать риск потенциальных конфликтов между странами, оснащенными одинаковыми боевыми платформами. Геополитические интересы Турции нередко расходятся с интересами Израиля, Греции и Кипра, что создает потенциальные точки напряженности в регионе, несмотря на членство Турции в НАТО. Эта динамика усиливается поставками оборонных систем на Кипр. По словам депутата правящей партии Греции Ангелоса Сиригоса, поставки систем ПВО «Барак МХ» вызывают серьезное беспокойство в Анкаре, так как радары могут контролировать пространство внутри Турции и передавать данные Израилю. Данный шаг, по его словам, имеет большое геополитическое значение и отражает усиливающиеся региональные противоречия в сфере безопасности. Кроме того, в Иране депутаты парламента направили письмо Совету Безопасности с предложением пересмотреть оборонную доктрину и рассмотреть возможность создания ядерного оружия как средство сдерживания. По мнению авторов письма, накопление ядерного оружия в качестве средства защиты может быть оправдано, несмотря на то, что фетва аятоллы Хаминеи запрещает его применение. Общественная поддержка этой инициативы возросла после последней 12-дневной войны, что демонстрирует изменение восприятия угрозы на региональном уровне. Европейский аспект безопасности также остается актуальным. Вице-премьер и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил: «У меня к российскому правительству только одно предупреждение. Если еще одна ракета или самолет пересечет наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вы предупреждены». Таким образом, текущая международная повестка демонстрирует сочетание дипломатических инициатив, военных и стратегических маневров, а также растущей геополитической напряженности. Признание Палестины рядом западных стран, позиции Израиля, Сирии, Турции и США, а также активность в военно-технической сфере в Средиземноморье, Европе и Ближнем Востоке создают сложную сеть взаимодействий. Все эти события взаимосвязаны. Решения отдельных государств усиливают роль региональных акторов, требуют согласованных дипломатических ответов и влияют на формирование будущих стратегических альянсов. В ближайшие недели и месяцы, особенно в рамках мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН и двусторонних встреч, мировое сообщество будет внимательно следить за динамикой конфликта и дипломатических инициатив, способных либо стабилизировать, либо обострить ситуацию. Следите за событиями вместе с нами Reg News. Подписывайтесь на канал, чтобы получать ключевые новости и аналитику,
по международной политике и безопасности. Оставляйте свое мнение в комментариях. Нам важно знать вашу точку зрения.